полуночное солнце, снежные вершины в облаках, небесно-голубые ледники, изумрудные фьорды, водопады. Горные реки, непроходимая тайга, золотоискатели, дикая природа рядом. Это все Аляска. Поскольку совершенно близко уже летнее солнцестояние, которое по-английски называется Summer Solstice, мы решили поехать в Заполярье. Мы находимся в аэропорту Ньюарк, и наш путь отсюда лежит на Аляску. Перелет предстоял не близкий, через всю страну, да еще с пересадкой в Сиэтле. Достаточно емко по времени и утомительно физически. Особенно некомфортно спать, сидя в кресле самолета. Тот еще отдых. Но когда из облаков вырисовались эти строгие черные вершины, укутанные в белоснежные одежды, вся усталость растворилась, и осталось чувство непередаваемого восхищения. Вчера мы прилетели очень поздно, уже практически не было достаточно света, да и сил для того, чтобы начать этот репортаж уже с этой земли. Собственно, наш первый день. Сегодня ровно 20 июня 2015 года. Этот день знаменит очень многими вещами. В первую очередь хочется вспомнить Юрий Висбор, который именно в этот день родился. Именно Юрий Висбор очень-очень-очень любил север, и эта любовь передалась всем его почитателям. А вспомнил я о нем именно в самом центре города Аляски, который находится в Заполярье. И вот именно 20 июня вокруг меня происходит фестиваль, который посвящен летнему солнцестоянию, так называемому Summer Solstice. Мы стоим возле знака, который показывает во все направления на Нью-Йорк, и под ним подпись 3569 воздушных миль. И вчера мы этот путь проделали именно по воздуху, и это заняло примерно 8 часов. И вчера мы, когда уже садились в этом городе, еще последними лучами нас встречало солнышко Анкориджа. А сегодня солнышка нет. Сегодня пасмурная погода на небе, но внутри у нас совершенно непременно солнечно. Уладив все формальности с арендой машины, мы постарались покинуть Анкоридж как можно быстрее, чтобы начать исследование этого далекого северного края. Аляска так и называется Last Frontier – последний рубеж. Кстати, штатом Аляска тоже стала одним из последних. Это решение было принято лишь в 1959 году. В этом необычном месте мы не могли не остановиться. Отсюда начинают летать на Маккинли. Можно совершить совершенно головокружительную экскурсию с высадкой даже на ледник. Самолеты берут на борт всего 4-5 человек. Присутствие такого сервиса повсеместно в Аляске, как правило. В тот раз мы не решились полететь самолетиком на ледник, хотя и хотелось. Оказалось очень дорого для нас, да и страшновато, честно говоря. И мы продолжили свой путь к национальному заповеднику Денали, а по дороге сделали еще одну остановку. Я сижу у входа в исторический район поселка Талкетна. Поселок Талкетна – это небольшое селение, в котором стекаются 3 реки. Талкетна – это был одним из самых первых трейдинг-постов, в котором процветала торговля, обмен
и местное население просто здесь властвовало над природой. Сейчас же это все достояние туристов. А еще Талкетна славится своим мэром. В 1997 году мэром города был выбран кот Стабс, и на этом посту он прослужил примерно 20 лет. Умер от старости во сне. Ну а что? Кот не самый плохой выбор для мэра города. И с бюджетом порядок, и туристов наплыв. До центрального входа в заповедник Денали 44 минуты. И мы сейчас находимся на отметке 650 метров над уровнем океана. Сегодня еще все то же, 20 июня 2015 года. Это наш совершенно первый день на этой земле под названием Аляска. Я бы сказал, на этой сказочной земле под названием Аляска. Мы сюда ехали весь целый день. И вот за мной, вот прямо вот здесь, находится дорога, называемая Денали Роуд. Мы до этого ехали по кромке этого национального парка под названием Денали, а сейчас мы повернули уже в сам парк. Мы, конечно, восхищены этими видами и с нетерпением ждем встречи с этим высочайшим семитысячником, о котором я слышал еще, наверное, семиклассником, когда его покоряли Рейнхольд Месснер. Я сейчас не вспомню все фамилии, но все великие восходители мира. Маккинли, гора Маккинли, а на местном наречии гора Денали – это высочайшая вершина Северной Америки. В районе полярного круга и в районе летнего солнцестояния совсем иначе воспринимается день и иначе воспринимается вечер. Вообще нельзя даже примерно представить, что это вечер, а на самом деле уже 6:30. Безусловно, отсутствие привычных вечерних сумерек, заката звезд и луны на небе повергают в ступор. Кажется, что солнце просто висит над головой круглые сутки. Сегодня 21 июня 2015 года, и мы уже в самом центре этого замечательного национального парка Денали на территории Аляски. И сейчас мы в ожидании автобуса, который нас повезет в Эллисон-Айленд в 6 часах от этого места. Ну, погода, конечно же, не очень, так немножечко капает с небес, но это все пройдет, и мы надеемся, что ветерок унесет эти тучки и выйдет солнышко. И вот мы погрузились в автобус с другими туристами и отправились в путь. Не успели далеко отъехать, как в зарослях появился жующий лось. Ну а что, туристы туристами, а обед по расписанию. И вот перед нашими глазами развернулась величественная картина природы. Бурные реки, хвойные леса, могучие горы. Погода по-прежнему оставалась хмурой и сырой. Снежные вершины вдалеке только угадывались. Из-за высокой влажности их силуэты выглядели расплывчато, как на картинах экспрессионистов.
Зато зелень растений, листья, цветы, трава были каких-то необычно ярких оттенков. А мы продолжали путь в глубину заповедника, куда нельзя доехать машиной. Собственно, здесь это запрещено. Частные автомобили могут доехать лишь до определенного пункта. Дальше только автобусы заповедника. Да и выходить из них разрешается только на специальных остановках. Водитель едет медленно, рассказывая о природе, флоре и фауне заповедника Денали. Когда недалеко появляется животное, автобус всегда останавливается, чтобы туристы успели рассмотреть и сфотографировать этот миг удачи. Мы приехали на автобусе экскурсионном посмотреть, полюбоваться этими красотами. И в этом месте мы решили побыть еще какое-то время, отпустив автобус, решив уехать самым последним. Виды совершенно потрясают. Конечно, немножечко подвела вот эта атмосферная влажность, из-за которой сама гора Денали или Маккинли не видна. Она видна, собственно, какими-то своими слегка угадываемыми очертаниями. Вот эта долина, внизу которой течет река, имеет такое множество достаточно активных ручьев. И вот эти активные ручьи каждый раз изменяют свое местоположение. И эта река постоянно несет свои воды с ледников, и никогда, в принципе, не бывает это русло полностью заполненным водой. А географически эта зона называется тундрой. Я бы ее назвал приполярной тундрой, потому что сама тундра бывает разной. Бывает с вкраплениями болот, с вкраплениями низкорослых кустарников, лесов, труднопроходимых. Например, на Сахалине это такие низкорослые просто деревья, по вершинам которой можно легко перемещаться. Но провалившись в них, можно пролететь метра два. Но в данной точке совершенно нет никакого практически кустарника. Из-за высоты, а сейчас мы находимся примерно на 1-200 метров, здесь остались только, можно так назвать их, альпийские луга. И в этих альпийских лугах очень много различных цветов, период вегетации которых, ну, наверное, пару месяцев. И наш замечательный водитель говорит, что достаточно сложно найти такое большое длительное время без снега. И также сложно найти время, когда видна гора Маккинли. Национальный парк-заповедник Денали был создан в 1917 году, и закон об этом подписал президент США Вудро Вильсон. Парк раскинулся примерно на 24,5 тысячи квадратных километров в самом центре Аляски. Ландшафт заповедника представляет собой смесь леса на самых низких высотах, в том числе и тайги, тундры на средних высотах и ледников, снега и скал на самых высоких высотах. Эта территория больше, чем штат Нью-Джерси. А еще парк имеет свою геологическую особенность, что создает свою собственную погоду и свои собственные экосистемы. Парк Денали является домом для потрясающего множества диких животных, включая карибу, лосей, медведей, гризли, лисиц, волков, беркутов и многих других представителей фауны.
Удивительный экземплярчик карибу встретился нам на дороге, когда мы уже возвращались автобусом обратно. Этот задумчивый карибу медленно брел по дороге, собрав за собою кавалькаду автобусов. Нам пришлось в долгом караване тащиться за животным, пока помощник Санта-Клауса не соизволил покинуть проезжую часть. С заповедником Денали связана еще одна непридуманная история. В 1992 году молодой человек по имени Кристофер МакКендлес, бросив престижный вуз, родителей, налаженную жизнь, отправился на Аляску и поселился в заброшенном автобусе на территории заповедника. У него было мало еды, снаряжения, и, конечно же, у этой истории печальный конец. Ранней весной охотники нашли в автобусе истощенные останки юноши. Об этом, с согласия родителей, даже снят фильм «Into the Wild», режиссером которого стал известный голливудский актер Шон Пенн. Мы уже вернулись. И да, и я сейчас смотрю на часы, сейчас 22 часа и 4 минуты. То есть 10 часов. Это 11 часу мы снимаем абсолютно легко, без света и без всякого дополнительного приспособления типа гейна. Но солнце уже село за эти горы, солнечный закат будет после 12. Мы продолжаем наше путешествие по этому сказочному штату под названием Аляска. Вчера целый день мы практически провели в автобусе, и нас это так вдохновило, что мы сегодня решили воспользоваться автомобилем. Очень большое сожаление в том только, что по этой дороге, которая пока еще вот асфальтная, мы можем доехать до какого-то недалекого места, примерно в 16 милях отсюда, которое называется Sanctuary Creek или Sanctuary River. То есть по именно этой реке вот проходит граница национального парка, который носит название Денали. Вчера мы так и не смогли из-за совершенно неимоверной облачности увидеть этот пик. Это очень большущая редкость. И в этой приполярной зоне, вот за мной, собственно, вот эта вот лесотундровость, такая начинающаяся, в этой приполярной зоне видимость и оптическая прозрачность атмосферы – крайняя редкость. Сегодня нам способствует совершенно хорошая погода. Именно на этом участке вчера было дождливо, и дождь нам помешал полюбоваться этими красотами. Собственно, только поэтому мы решили сделать этот повтор. Слева от меня что-то как бы внутренне глубоко вдохнуло. Я подозреваю, что здесь очень много будет нам встреч неожиданных. Вон этот самый. Лось. И не один. Как я и предполагал, все, что можно было бы неожиданно встретить, мы уже начинаем встречать. И вот он и встретился. Ну вот, не успел я договорить фразу, как
Слева просто к обочине подошла группа лосей, которая, собственно, мы и засняли, успели заснять. Но мы предполагаем, что это, в общем-то, первая и не последняя на сегодня встреча. Поэтому вперед! И мы продолжали двигаться по огромнейшей территории национального парка Денали. И периодически невзначай случались вот такие неожиданные встречи, как с этим карибу, который, соблюдая все правила дорожного движения, двигался по шоссе в том же направлении, что и мы. В конце концов, мы доехали до самой дальней точки заповедника, куда разрешено доезжать частным автомобилем. Дальше только автобусом парка или пешие туры, что, конечно же, позволяет увидеть дикую природу ближе, естественной среде обитания, как, например, эту чайку с птенцами. Поначалу мы даже подумали, что это разноцветная речная галька, но вдруг камешки зашевелились, и нашим глазам открылось занимательное зрелище. Мама-чайка кормит своих птенцов, которые почти сливаются с окружающей средой. В национальном парке Денали каждый турист мечтает увидеть животных так называемой большой пятерки. Это карибу, лосей, овец дала, волков и медведей-гризли. Из этого списка, можно сказать, 3,5 мы увидели. Почему 3,5? Да потому что медведь был очень далеко, лишь угадывался силуэт, а карибу, лоси, овцы, дала встречались в неограниченном количестве. Самая неожиданная встреча с лосихой и ее детенышами случилась почти на выезде из заповедника. Мы долго стояли в очереди на повороте, не понимая, почему застопорилось движение. А когда повернули, оказались лицом к лицу с лосихой и с 2 забавными лосятами. Вот поэтому так долго стояли на повороте. Каждый турист останавливался, чтобы сфотографировать дикое семейство. После посещения заповедника Денали мы снова отправились в путь. Теперь наш маршрут пролегал в направлении к городу Фэрбэнкс, расположенного почти у самого арктического полярного круга. К Фэрбэнксу мы двигались по так называемому хайвею Паркс, который был назван в честь Джорджа Александера Паркса, бывшего губернатора Аляски с 1925 по 1933 год. Но многие туристы считают, что дорога названа так, потому что на ней много всяких достопримечательностей. К примеру, национальный парк Денали. Хайвей был построен в 1971 году, и это основная магистраль, связующая Анкоридж, Денали и Фэрбэнкс. Дорога, кстати, идет параллельно Аляскинской железной дороге. А вообще на Аляске нет большого количества шоссейных дорог, в основном из-за сурового климата. В дороге не обошлось без погодных сюрпризов. Нас догнали кучевые облака, и мы въехали в полосу сильного дождя. В конце концов, мы вырвались из зоны дождя. Дальше наш путь пролегал по горящей тайге. То, что издалека мы принимали за кучевые облака, оказалось клубами дыма. Дышалось с трудом. Да, представляете, на Аляске тоже бывают пожары. В
В конце концов, погода исправилась, и мы благополучно добрались в Фэрбэнкс. Кто бы мог подумать, этот приполярный город в штате Аляска под названием Фэрбэнкс. Вот этот памятник – не что иное, как памятник Ленд-лизу. Здесь написано, что Америка и Сибирь были на одной линии, и через Фэрбэнк, через Аляску, через Берингов пролив, через Анкоридж перебрасывались грузы, перебрасывались самолеты, перебрасывалось все необходимое для того, чтобы потом через всю Сибирь было отправлено на Восточный фронт. Эти два летчика, которые здесь представлены в виде вот этих символов Америки и Сибири, похожи как братья-близнецы. В Америке живут алеуты, живут эскимосы, живут атабаски. В Сибири живут, наверное, их братья. И эти два летчика понимали друг друга. Это была настоящая взаимопомощь, взаимовыручка, которая и движет всеми начинаниями. На этом камне, на этом сером граните выбиты слова Франклина Делано Рузвельта. И он на Ялтинской конференции сказал фразу примерно следующую, что структура мира – это не усилие одного человека, это усилие многих и многих. Мы решили сделать небольшую экскурсию в прошлое, посетить золотые прииски. Так неожиданно получилось, что экскурсия начинается именно под вот этой трубой Аляска Pipeline. Слово «Аляска» – это какая-то редукция от слова «Альяска», что в переводе «красивое, хорошее, прекрасное место для жизни». Вся добываемая в Аляске нефть проходит через Alaskan Pipeline. Она пронизала, словно как артерия, всю территорию штата Аляска. С севера на юг или с юга на север. Строительство этой магистрали началось в 1977 году. Длина его 800 миль. Оно пронизывает 3 горных ряды и более 500 рек. В таких совершенно невероятных погодных условиях, где практически не бывает месяца без снега. Для того, чтобы в приполярной и полярной зоне возможна была такая артерия, тут применялись самые передовые технологии, связанные с очень низкими температурами. Нефть на Аляске была обнаружена в 1968 году в Пруда-Бэй, почти у самого Ледовитого океана. 48-дюймовые трубы были заказаны в Японии. Как ни странно, в те годы в США не было достаточных производственных мощностей. К тому же строительство трубопровода было отложено на некоторое время из-за экологических и юридических проблем. Пришлось также строить мосты, где их не было, поселки для рабочих, полосы отвода трубопровода, чтобы избежать сложных переходов через реки и мест обитания диких животных. Строительство Аляска Пайплайн столкнулось с целым рядом трудностей, связанных с сильными холодами, вечной мерзлотой, сложной изолированной местностью. Полностью опьяненные рассказами Джека Лондона о золотой лихорадке, мы собираемся сейчас посетить вот Gold Dredge 8. One more time. I said north to Alaska, north, Russia's on. Да, в детстве мы все, конечно же, зачитывались северными рассказами Джека Лондона.
Интригующая история о бесстрашных покорителях Севера, золотых приисках, суровых условиях жизни в белом безмолвии будоражили наши умы. Нас погрузили в поезд, который тянул паровозик, вместо угля дрова, поскольку лес кругом. Через заросли тайги мы подъехали к сохранившемуся земснаряду, который разрабатывал этот район с 1927 по 1942 год. Этот земснаряд и все сохранившееся оборудование внесено в реестр исторических мест и представляет собой механическое чудо. Конвейерная лента, состоящая из гигантских металлических совков, до сих пор в рабочем состоянии. А огромную сеть водопроводных труб накачивали водой вручную. Во время Второй мировой войны в 1942 году золотые прииски были закрыты. После окончания войны лишь немногие из них открылись снова. За все время работы Goldredge 8 извлек из вечной мерзлоты миллионы унций золота. Fairbanks is about 10 miles south of us right now. They contracted with the aerial view of that dredge as we come up to it. I also want to point out the school of power. Прямо с вагончика поезда нам показывали все стадии промыва породы, чтобы в конце увидеть эти маленькие крупинки драгоценного металла. Ну что сказать, труд золотоискателя отнюдь не романтичен. Сутками промывать породу в холодной воде, не зная, повезет или нет. Да и породу эту нужно было выковыривать из вечной мерзлоты. Рудником Goldredge 8 владеет частная компания, которая в короткое время северного лета проводит регулярные экскурсии. А ведь могли бы порезать все эти механизмы на металлолом за ненадобностью. Но, к счастью, это историческое место сохранилось почти полностью, позволяя любому человеку увидеть вживую технику прошлого столетия. Как говорится, пощупать руками, попробовать окунуться ненадолго в атмосферу жизни первопроходцев с севера. Ну а в самом конце экскурсии мы получили бонус – мешочек золотоносной породы, миску и возможность своими руками намыть золото Аляски себе на память. И у нас получилось! Все крохотные осколки золота мы могли забрать бесплатно, но в магазине сувениров можно было оформить это золото как кулон или браслет, что, собственно, я и сделала. Теперь золото Аляски хранится у меня в браслете. Совсем маленькое количество, зато настоящее, добытое своим трудом. Вот так ненадолго мы побывали золотоискателями.
Теперь мы совершенно точно знаем, как это все было. Светочка сейчас на своем запястье имеет совершенно замечательный браслет, внутри которого находится нами собственноручно вот этими мозолистыми намытое золото. Буквально через полчаса после золотых приисков мы подъехали к Северному полюсу. Нет, это не тот Северный полюс, куда можно добраться лишь на собачьих упряжках. Это малюсенький город с населением чуть больше 2000 человек, площадью всего 3 километра. В городском совете заседает всего 6 депутатов. Один из них по совместительству Санта-Клаус. Весь целый год здесь не прекращается Крисмас или Рождество, и именно здесь этот праздник бесконечен. За мной самый большой монумент или символ, или памятник Санта-Клаусу. Именно в этом месте можно Санта-Клаусу написать в течение всего года. Именно здесь, в этом городе и по этому адресу проживает Санта-Клаус, который выполняет с удовольствием все самые сокровенные желания детей. Ну и мы тоже не растерялись. Посидели на коленях у Санта-Клауса, загадали желание. Когда еще предвидится такая оказия? Название этому поселку Северный полюс, North Pole. Такое название было придумано двумя братьями. Они основали трейд-пост, и потом из этого семейного бизнеса выросла целая индустрия. В магазине, несмотря на летнее время, стояли елки в полном новогоднем убранстве. А такого количества всевозможных Санта-Клаусов я не видела до тех пор. На любой вкус и пожелание, от традиционных красных шубах на санках до Санта-Клаусов в банданах, на мотоциклах, в формах пожарников, ну и так далее. Собираясь уезжать из этого вечного праздника, посвященного Крисмасу, мы повстречали интересную семейную пару, которая тоже путешествовала по Аляске. В отличие от нас, они путешествовали из Бразилии. Несколько лет назад они уехали из дома и за это время уже успели посетить большое количество стран на разных континентах. Подробную карту своих перемещений они разместили на борту своей машины. Как бы хотелось точно так же сесть в машину и путешествовать вокруг земного шара. Погода на Аляске, хоть и в летнее время, всегда неустойчивая. Вроде только из-за туч выглядывало солнце, а вот уже небо плачет дождем. Лобовое стекло нашей машины постоянно в пятнах и разводах. И это все из-за обилия насекомых, жуков, мошкары, мух, слепней и так далее, которые такое ощущение тучами висят над дорогой. Ну, а потом на стекле машины находят свое последнее пристанище.
Ричардсон-хайвей – это первая крупная дорога дальнего следования на Аляске. Простирается она на 368 миль, это 592 километра, и названа в честь генерала Уайлдс Пристона Ричардсона, исследователя и географа Аляски в начале 20 века. Кстати, время съемки 10 часов вечера, и над водой не луна, а все еще солнце. Время летнего солнцестояния еще продолжается. Как вы уже успели заметить, все предыдущие дни мы изучали континентальную Аляску, и, кажется, пришло время изучить ее побережье. Начать решили с города Валдес, который расположен в заливе принца Уильяма. Кстати, залив назвали в честь не того Уильяма, о котором пишет в нашей желтой прессе, отслеживая каждый его шаг, а в честь принца, который жил и правил Британией в далеком XVIII веке. А вот название сохранилось по сей день. По Ричардсон-хайвею мы продолжали двигаться на юг штата, но, как бывает в наших путешествиях, всегда есть место для импровизации и изменения планов. Поэтому, когда на карте выскочило название еще одного национального парка Wrangler St. Elias, мы решили сделать небольшой крюк, отклонившись от намеченного маршрута, и посетить еще одну часть континентальной Аляски. Wrangler St. Elias – это огромный национальный парк, который возвышается над океаном на высоту до 18 тысяч футов. Это горы выше 5000 метров в высоту. Площадь парка больше 13 миллионов акров. Если представить территорию Йеллоустоуна, прибавить к нему территорию заповедника Йосемити и всю территорию Швейцарии, то такой огромный кусок суши и будет размером этого заповедника. Посредине пути нам прекратила путь горная река Кускулан, которая шумно и весело бежала по дну глубокого скалистого ущелья. Расположенный через эту реку однополосный мост уникален. Этот консольный мост, инженерный шедевр, был построен еще в 1910 году, за 2 самых холодных месяца зимы. В те времена по этому мосту ходили поезда, груженные рудой, и в то время здесь не было ограждений. Мост находится на высоте 73 метра над уровнем воды. Длина его 160 метров. Признаться, даже с ограждением в наши дни там страшно стоять. Я пыталась сделать селфи, чтобы запечатлеть, как там высоко и глубоко, но ужас сковал руки и закружилась голова. Виды с этого моста уникальны и захватывают дух. Внизу бурлящие серые воды Кускуланы, а вдали суровые горы заповедника. Вдоль дороги нам регулярно встречались вот такие изумительные оазисы, небольшие водоемы, заросшие кувшинками. Погода в тот день вдруг подарила нам тепло и солнце, и мы спешили насладиться звуками леса, щебетанием птиц, чистым небом и живописными отражениями в воде. От поселка Глен-Аллен, где мы ночевали, мы сюда ехали практически полдня. Но дорога стоила того, чтобы ее посмотреть. Сначала это было что-то типа тайги, потом была лесотундра, и сюда уже мы доехали по тундровым болотам, все поднимаясь выше и выше. Мы доехали сегодня в селение Маккарти. Селением это сложно назвать. Это такое, наверное, туристическое сезонное место, которое находится на территории национального парка Wrangler St. Elias. Вот я стою просто на границе холода и жары. И когда мне жарко, я делаю вот так,
и мне уже холодно. И когда мне очень сильно много холодно, я делаю вот так и забираю тепло, которое просто дарит нам солнце, которое практически здесь сейчас не заходит за горизонт. Национальный заповедник Ренглер-Сан-Элиас является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это биосферный парк, и в нем сосредоточено большое количество самых высоких пиков США и Канады – 9 из 16. К тому же здесь не прекращается вулканическая активность. Гора Ранглера – это действующий вулкан. Ее пик часто окутан облаками, состоящими из газов, просачивающихся из жерла вулкана. Также в заповеднике сосредоточено огромное количество ледников. 33% территории покрыто льдом, а протяженность некоторых самая большая в мире. Не обошла эту местность и золотая лихорадка. В начале прошлого века здесь добывали медь и золото, поэтому на территории заповедника до сих пор встречаются заброшенные шахты. Конечно же, в тот день мы не могли охватить всю территорию заповедника. Сюда надо приезжать как минимум на неделю. К тому же дорога звала нас на побережье в город Валдес.